Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается очередной выпуск моей программы «Статья дня». Вы знаете, в этой программе я выбираю наиболее интересные публикации с просторов интернета. И вот сегодня такая же. И публикации эти, как вы знаете, достаточно объективно смотрят не только на настоящее, но и на прошлое, но и на будущее. Вот сегодня о будущем мы поговорим. И, наверное, эта публикация отвечает на вопрос, или вернее задает вопрос, что будет после Путина. Не на этих выборах, которые будут сейчас, а именно после Путина. Вот что будет, кто придет. Автор этой статьи, замечательный, на мой взгляд, который вы сейчас услышите, Джулиан Уоллер, научный сотрудник программы изучения России в Центре военно-морского анализа и профессор политологии в университете Джорджа Вашингтона. После Путина грядущий хаос. Над Россией бродит призрак. Нет, не коммунизма, как писал старик Марс. Над Россией бродит призрак, куда более страшный для Кремля, признак преемственности власти. Владимиру Путину 73 года, он построил то, что политологи называют идеальным персоналистским режимом. Все держится на одном человеке, все замыкается на одном человеке. Но у этой идеальной машины есть один конструктивный дефект. У нее нет инструкции, что делать, когда этого человека не станет. Рано или поздно это произойдет в силу биологии, болезни или в самом фантастическом сценарии добровольной отставки, от себя добавлю, или силовой отставки. И вот тут начинается самое интересное, потому что плана нет. Автор статьи очень точно подметил. Путин сознательно отказывается назначать преемника. В России нет вице-президента. Не смотрите на Америку, где вице-президент, это сразу понятно, в принципе, кто следующий. У нас на эту должность в России специально убрали, чтобы, не дай бог, не вырастить конкурента. Партия «Единая Россия» – это вообще не партия в западном смысле, это не КПСС, который выбирала генсеков, это отдел кадров по выдаче мандатов лояльным. Она не умеет и не должна выбирать вождя. По Конституции, если президентский пост становится вакантным, его кресло на 3 месяца занимает премьер-министр Мишустин. Но посмотрите, как Путин всегда подбирал премьеров. Это всегда были люди без своей армии, без своей партии и без своей харизмы. Фродков, Зубков, Медведев после 2012-го и Мишустин. Это технократы, завхозы. Их специально подбирали такими, чтобы они не могли превратить кресло ИО в реальную победу на выборах. У Мишустина нет своей сети, нет своих силовиков, нет своих олигархов. Он менеджер. Единственный раз, когда Путин попробовал сыграть в преемника, это 2008 год, рокировка с Медведевым, помните? Это могло стать моделью, но чем кончилось? Путин 4 года сидел в кресле премьера и всем рулил, а потом просто сказал: «А теперь я назад». И Медведева с тех пор задвинули куда-то в угол с его айфоном и твитами про ядерный апокалипсис. Это был не транзит, это был урок для всех. Незаменимый только один, и мы знаем его фамилию. Но это еще полбеды. Главная беда – это не сам Путин, это те, кто вместе с ним. Посмотрите на фотографию Совета Безопасности. Это не совет, это музей. Директор ФСБ Бортников 74 года, директор СВР Нарышкин 71 год, глава Следственного комитета Бастрыкин 72, глава Росгвардии Золотов 72, секретарь Совбеза Шойгу 71, начальник Генштаба Герасимов 70, Патрушев 75, Ковальчукам за 70. Это геронтократия, полная и абсолютная. Путин
держит их по одной причине. Он им доверяет. Это его личные связи, еще с питерской мэрией, с КГБ, с дачного кооператива «Озеро». Он доверяет им решать проблемы так, как он привык, силовым путем. Когда в 2023 году Пригожин поднял мятеж и пошел на Москву, кто решал вопрос? По данным Wall Street Journal, 75-летний Николай Патрушев организовал тот самый самолет. А когда выяснилось, что все окружение Шойгу в Минобороны ворует эшелонами, Шойгу не посадили. Его не отправили в отставку в позоре, его перевели на теплейшую, влиятельнейшую должность секретаря Совбеза, потому что своих не бросают, а чужих бросают легко. И вот тут возникает самая страшная мина, которую Путин заложил под свою же систему. В любой здоровой системе есть лифт. Молодой чиновник приходит в 30 лет, в 40 становится замминистра, в 50 министром, обрастает связями, учится договариваться, учится управлять. В системе Путина этот лифт сломан 20 лет назад. На верхних этажах сидят те же люди. Что происходит с поколением 50-60-летних? Это поколение потерянное. Это генералы, губернаторы, замминистры, которые должны были бы уже стать элитой, но им не дают. Их держат на должности замов. Их ссылают руководить никому не нужными регионами. Их держат в министерствах, которые ничего не решают. Они ждут 10 лет, ждут 15 лет, а лифт не едет. И знаете, что самое оскорбительное? Их начинают перепрыгивать детки. Сын Николая Патрушева Дмитрий уже министр сельского хозяйства, потом вице-премьер. Сын Юрия Ковальчука Борис уже глава счетной палаты. Двоюродный племянник Путина, уже крупный чиновник в Минобороны. Без опыта, без школы и управления, просто по фамилии. Вы представляете, какая ненависть кипит в этом среднем звене. Ты 20 лет пахал, ты ждал, ты лизал, ты боялся, а тебя обошел 35-летний мажор, потому что у него правильная фамилия. Это уже не просто застой. Это серьезный конфликт поколений, который Путин создал своими руками. Каждый год, когда он сохраняет эту узкую кучку стариков у власти, он повышает вероятность большой внутренней драки. А что будет после? Вот тут нам помогает история. Автор Foreign Affairs приводит очень точную параллель со смертью Сталина в 1953 году. После Сталина тоже не было плана. Формально власть перешла к Георгию Маленкову. Он был председателем Совмина, как наш премьер. Но у Маленкова не было реальной опоры, и он продержался всего несколько месяцев. Сразу же начался триумвират: Маленков, Берия, Молотов. А рядом уже точили ножи Хрущев, Ворошилов и Жуков. И уже через 4 месяца после смерти Сталина остальные члены Политбюро в страхе перед всесильным Берией арестовали его прямо на заседании в Кремле и потом расстреляли. А потом еще 4 года Хрущев воевал со всеми остальными, пока не переиграл их, расставив своих людей по всей партии. Так вот, в России будет то же самое. Конституция – это просто рамка, решать будет селекторат. Так политологи называют узкий круг из 10-12 человек, у которого есть одновременно два ресурса – формальная должность и неформальная сеть влияния. Силовики, деньги, Дума. Кто в этом селекторате? Председатель Госдумы Володин, 62 года. Премьер Мишустин, 60. Первый зам главы администрации Кириенко, 64.
Бывший телохранитель Путина Дюмин 53. А дальше все те же старики: Бортников, Шойгу, Золотов. Переговоры о преемнике будут зависеть от того, кто именно будет сидеть в этих креслах в день Че. Но есть одно принципиальное отличие от 1953 года, и оно в пользу хаоса. Тогда, после Сталина, боролись 50-летние волки. Хрущеву было 59, Берии 54, Жукову 57. Злые, энергичные и, кстати, прошедшие войну. А сейчас бороться будут 70-летние деды. У них уже нет ни энергии, ни ясности ума для такой схватки. Они привыкли, что все решает один человек, Путин. Но тут им придется договариваться самим. И чем дольше эта геронтократия будет держать власть, тем хуже будет транзит. Потому что когда эти старики начнут умирать один за одним, на их места придут люди, которые никогда не взаимодействовали с центрами силы, не доверяют друг другу и, самое главное, не умеют управлять страной. Это не будут преемники, это будут голодные, злые и абсолютно неопытные люди, которые 20 лет простояли в прихожей. И вот главный вывод, который делает Foreign Affairs, с которым я абсолютно согласен. Путин хотел построить вечный, бессмертный режим, а построил режим, который гарантирует хаос после себя. Он не воспитал наследника, он не воспитал систему. Фактически он воспитал грызню. И когда она начнется, это не будет тихая, логичная рокировка, как в 2008 году. Это будет не операция «Преемник». Это будет драка за бункер. И в этой драке у России нет шансов выйти без большой крови и еще большего распада. Вот такая статья, с которой я полностью согласен. Ее написал Джулиан Уоллер, научный сотрудник программы изучения России в Центре военно-морского анализа и профессор политологии в университете Джорджа Вашингтона. Поддерживайте наш канал, пожалуйста, подписывайтесь на него, ставьте лайки, кто желает, поставьте донаты. Статья дня, моя новая рубрика, практически каждый день. Матвей Гнопольский прощается с вами. До встречи.